Всем привет, меня зовут Юлия Гензина, и вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. И сегодня я наконец расскажу и покажу вам плед, про который вы много спрашивали, который я публиковала и в сторис, и в рилс, и везде. И вы спрашивали, ну когда же вы дадите нам схему? И вот, друзья, момент настал, я его связала до того размера, который мне был нужен, даже пряжа немножко осталась, и я готова про него подробнее рассказать. Сразу скажу, что в описании к этому видео обязательно туда загляните, там будет ссылка на схему и не на одну, сейчас расскажу подробнее, и вы сможете, конечно же, связать себе вот такой плед и еще и подушки, между прочим, чтобы получилась целая интерьерная коллекция. Итак, что мы видим? В моей спальне пополнение, теперь у меня есть вот такой вот плед. Это мозаичное вязание крючком, ну, можно сказать, что это такой вот ленивый жаккард. Это прямая мозаика, то есть я обрывала нить в каждом ряду, отсюда вы видите бахрому. Про узор. Это немножко такой 3D узор, то есть вы можете видеть ромбы, потом, если вы присмотритесь, вы увидите еще другие ромбы фоновые, а потом вы еще присмотритесь и увидите, что они идут полосами. Достигается такой интересный рисунок за счет провязывания в разных местах то фонового рисунка, то основного. То есть тут есть элементы и классической мозаики, и вафельной мозаики. Используется всего два цвета, но создается такой вот объемный, интересный эффект. Кому подойдет такой узор? Подойдет и новичкам, и опытным мастерицам, потому что новичкам будет интересно на довольно простом узоре попробовать свои силы. Он несложный, раппорт небольшой. Ну а опытным мастерам понравится, что все-таки такой узор вязать очень интересно, потому что интересно смотреть, как он на ваших глазах буквально создает этот 3D-эффект. Вязать такой узор не сложно и недолго, потому что, повторю, хочется побыстрее увидеть, как же рисунок ляжет. Более того, сам орнамент органично смотрится и по вертикали, и по горизонтали. Как вы знаете, я люблю пускать бахрому по коротким сторонам пледа, поэтому в данном случае мы смотрим на него по вертикали, но можно расположить его и в горизонтальном направлении, тоже будет очень красиво. Как я сказала в начале, это интерьерная коллекция, потому что вы в описании к этому видео найдете ссылку, где будет не только эта схема, но и вторая, похожая для подушки. Так что, если вы пока еще не готовы к большим масштабным проектам, то посмотрите схему для подушки, можете начать с нее. В схеме для подушки рисунок похожий, но не буквально такой же, потому что в интерьерной коллекции иногда бывает очень интересно взять за основу какой-нибудь один графический элемент, но изобразить его в разных предметах по-разному. Поэтому попробуйте, пожалуйста, я надеюсь, что вам будет интересно. Такой крупный довольно узор для пледа выбран не случайно, потому что я люблю, чтобы рисунок не рябил, а чтобы он действительно объемно смотрелся. Поэтому как раз для подушки вы найдете ромбы чуть более мелкие. Как раз в маленьком предмете декора такой узор будет смотреться тоже очень хорошо. Про пряжу. В данном случае это Нака Визон. Название пряжи напишу в описании. Но, как вы знаете, пряжу для интерьерного вязания можно выбирать любую по вашему любимому составу по цене. У меня есть несколько видео на канале, где я рассказываю про пряжу, которую использую для интерьерного вязания. Итак, буду очень рада вашим комментариям, буду рада вашим отзывам, буду очень рада вашим фотографиям, что вы начали уже вязать плед или подушку для этой интерьерной коллекции. И еще хотелось бы от вас помощи, давайте придумаем, как назвать эту интерьерную коллекцию. Может, у вас есть какие-то ассоциации, связанные с самим узором или с цветом. Кстати, забыла сказать про цвет. Я здесь использовала черный и горчицу. Это прям действительно черный, поэтому если вы пока еще новичок, я не советую брать именно черный цвет, его, возможно, будет вам вязать сложновато. Но если чувствуете в себе силы, не бойтесь его брать, потому что действительно для интерьера я очень люблю черный в паре с удачным гармоничным компаньоном. Так вот, буду рада вашим предложениям по названию этого проекта. Обычно я никак не называю, но здесь прям просится, чтобы как-то его назвать. Поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях ваши идеи. Выберем какое-нибудь интересное название. Итак, спасибо, что посмотрели. Бегом в описание к этому видео, берем схему, заходим в наш чат по нескучному пледу в Telegram. Там можно выкладывать все процессы, задавать вопросы и вяжем, потому что мне очень интересно посмотреть на ваши интерьерные коллекции, связанные
по такому орнаменту. Ну и не забудьте, что если вы пока еще не знакомы с мозаичным вязанием крючком, то у меня на канале есть целый плейлист, в нем, по-моему, 20 уроков, как раз для новичков. Начните их проходить, они короткие, очень емкие, потренируйтесь на кошках, и потом можно легко приступать к такому проекту. Приятного вязания, будьте здоровы, пока-пока!